Добрый день, это телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». Меня зовут Юнова Натали. Я рада приветствовать вас на своем канале. Тема сегодняшней передачи – как применяют энтеросгель для похудения и в косметологии. Лекарства-сорбенты, применяемые для очищения организма, все чаще используются в программах по снижению веса. В частности, уже многие успели опробовать на собственном опыте энтеросгель – натуральный, действенный, доступный препарат с минимальным количеством противопоказаний и побочных эффектов. Разве может столько достоинств сочетаться в одном средстве? Давайте выясним. Итак, действие энтеросгеля таково. Попадая в желудок, гель поглощает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества, которые могут образовываться непосредственно в желудочно-кишечном тракте, проникать в него вместе с едой, попадать с потоком крови или желчи. Также энтеросгель выводит аллергены всех групп. Азотные оксиды, вредные фторосодержащие ртутные и свинцовые соединения, мышьяк, яды, соли тяжелых металлов. Также энтеросгель выводит ксенобиотики, ротавирусы, продукты распада белков и молекулы липосахарида. Антигены, патогенные микроорганизмы, остатки алкоголя и лекарств, политропы, нефтепродукты, радиоактивные изотопы. Энтеросгель контролирует уровень некоторых метаболических продуктов. Если их в избытке, поглощает все лишнее. Способен удерживать в организме здоровую норму билирубина, холестерина, мочевины и некоторых липидных комплексов. Помимо очищающих свойств, энтеросгель выполняет защитные функции, обволакивает стенки слизистых и образует слой, служащий барьером и предупреждающий любые их повреждения. Причем это касается слизистой не только кишечника, но и других органов. В результате мы получаем полное очищение желудка от вредных веществ, нормализуем пищеварение, восстанавливаем кишечную микрофлору. Попутно улучшается работа почек и печени, нагрузка на которые снижается благодаря тому, что часть их функций энтеросгель берет на себя. Показатели крови и мочи после полного курса приема меняются в лучшую сторону. Несмотря на то, что в списке показаний для применения энтеросгеля не значится проблема, связанная с лишним весом, в последнее время его все чаще предлагают использовать для похудения. Теоретически такой способ борьбы с лишними килограммами вполне оправдан. Препарат основательно прочищает кишечник, оказывает положительное воздействие на функционирование других органов и запускает полезные биохимические реакции, которые работают на снижение веса. Во-первых, разгоняется метаболизм, в процесс которого перестают вмешиваться чужеродные элементы, которые существенно замедляют его скорость. Во-вторых, улучшается пищеварение, благодаря чему все нутриенты, попадающие в желудок с едой, успешно перерабатываются и отправляются на нужды организма. Откладывание жиров про запас в таких условиях исключается. Ну а в-третьих, уменьшается аппетит, так как энтеросгель словно губка поглощает избыток желудочного сока, который провоцирует приступы голода. Кроме того, препарат разбухает и создает ложное ощущение сытости. Есть еще одно полезное свойство энтеросгеля, которое проявляется, если принимать его на фоне диеты и физических нагрузок. Снижение суточной калорийности рациона и занятия спортом приводит к активному сжиганию жировых клеток. В них содержится большое количество вредных веществ. При уничтожении адипсцита токсины остаются в организме, так как вывести их гораздо труднее. Именно они вызывают ощущение слабости, вялости и раздражительности в период похудения. И вот тут как раз приходит на помощь энтеросгель. С ним ухудшения самочувствия не будет. Следует также отметить, что энтеросгель помогает похудеть далеко не всем, если почитать отзывы. Кто-то с его помощью улучшил результаты тренировок и диет, а кто-то не заметил никакого эффекта. Так что его действие, как средство для снижения веса, зависит от индивидуальных особенностей организма и не гарантировано. А теперь мы с вами поговорим про питание во время похудения с энтеросгелем. Во время похудения нужно увеличить объем потребляемой жидкости на пол-литра по сравнению с предыдущей нормой. То есть, если раньше вы выпивали в день 2 литра, то теперь потребуется не менее 2,5. Имейте в виду, что без изменений в питании и похудении с энтеросгелем возможно лишь первые 2-3 дня на 1-2 кг. Если вы и дальше будете продолжать есть вредные продукты и захламлять кишечник канцерогенами и трансжирами, адсорбент не будет успевать связывать их и выводить из организма. Поэтому оптимальный вариант – выбрать сбалансированную диету на 3 недели, классический курс приема препарата. А теперь давайте рассмотрим, как работает энтеросгель в косметологии для лица.
Энтеросгель умеет абсорбировать, поглощать вредные вещества с эпидермиса, выводит излишки холестерина и липидных элементов, не травмируя при этом кожу лица. Он содержит органический кремень, который выводит лишние шлаки с кожного покрова, способствует отслоению отмерших частичек кожи, обеспечивая доступ к глубинным слоям эпидермиса целебных макро- и микроэлементов, которые содержатся в самом препарате. Это просто панацея. Проблемная кожа обычно отличается избыточным выделением сала и ороговением, широкими порами, в которых быстро скапливается жир и грязь. На такой коже чаще появляются воспаления. Главная задача при уходе за проблемной кожей– ее очищение от жира и загрязнений. Но просто взять и умыться мылом нельзя. Первые несколько минут от такого умывания результат будет радовать, а матовая кожа сиять чистотой. Но уже вскоре в ответ на слишком тщательное удаление жира сальные железы добавят новую его порцию, и блеск будет еще сильнее. Не всегда проблемная кожа жирная. Воспаляться, краснеть, шелушиться может и комбинированная, и даже сухая кожа. Следовательно, подход к проблемной коже должен быть максимально деликатным. Энтеросгель представляет собой прозрачную кремообразную пасту, и уникальное свойство этого препарата заключается в том, что он удаляет только вредные вещества, полезные бактерии при этом остаются. В состав энтеросгеля входит большое количество полезных микроэлементов и витаминов. Например, благодаря содержанию органического кремния кожный покров быстро очищается от токсинов, а витамины и другие вещества проникают в глубокие слои эпидермиса. Регулярное использование энтеросгеля поможет надолго избавиться от высыпания на лице, так как действие препарата направлено на очищение от шлаков, которые являются одной из главных причин появления прыщей на коже. Энтеросгель рекомендуется использовать в качестве ухаживающего средства для жирной, комбинированной и проблемной кожи. Он эффективен не только для устранения прыщей, но также предотвращает их последующее появление. Препарат не вызывает раздражений и аллергии и обладает следующими свойствами: антибактериальным, подсушивающим и очищающим, также тонизирующим и противовоспалительным. Обладателям сухой, склонной к шелушению кожи, нужно с большой осторожностью использовать энтеросгель в составе масок для лица. Маски для лица пользуются необыкновенной популярностью, поскольку они просты и доступны для приготовления даже в домашних условиях. Энтеросгель является совершенно безопасным средством, которое в определенных случаях назначают даже беременным женщинам и детям грудного возраста. Единственным противопоказанием является индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, входящих в состав препарата. Это был телеканал «Питание, здоровье и домашнее похудение». С вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравилась данная передача, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые новости про здоровье и про похудение, а также свежие диетические рецепты. Всем пока-пока!